Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро-расклад. Таро на неделю с 5 по 11 августа. Давайте узнаем, как карты видят события ближайшего будущего, события ближайших дней. И в нашем еженедельном прогнозе, раскладе мы зададим традиционные вопросы. И первая карта у нас будет «Что важно знать?» или «Как видят для вас эти энергии карты?» Что для вас будет в приоритете? Может быть и то, чего вы не ожидаете, или наоборот, все спокойно. Но, по крайней мере, какие-то альтернативные варианты развития событий в наше турбулентное время всегда стоит предполагать. И, безусловно, карты не расскажут о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мои дорогие козероги, мы все же проведем с вами приятное время. Какие-то подсказки, глядя на метафору, вы для себя скорректируете или увидите. Что же будет важно, по мнению карт, для козерогов с 5 по 11 августа? Чего не избежать возможной неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что вам будет помогать, что вас будет радовать? Что скрыто? Давайте узнаем. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег на этой неделе. И как карты видят личную жизнь, опять же, энергетика. Что важно? Мы можем завершать, наверное, наш прогноз. Карта мага. И правда, мои дорогие, в этот период даже планетарно. Кому интересно, я приглашаю вас на свой сайт. И, кстати, в описании под видео много разных ссылок. Вы можете посмотреть как гороскоп на август месяц, а можете до конца 2024 года. Через меню очень много, да и с главной страницы вы можете зайти и для себя найти много полезной информации. Так вот, я хотела подтвердить, что действительно планетарно для вас успешный период. Для вас, знаете, что главное? Сейчас себя не загонять. Не загонять какими-то обязательствами или, знаете, вот эта фраза, она может быть и очень присуща Козерогу «я должен». Вот вы себе должны в первую очередь как-то обустроить свою жизнь радостно, счастливо, правильно, умело, так, чтобы на последующий период жизни вам жилось хорошо. Да, карта мага, холодная энергия. Видимо, будут какие-то события, которые вам нужно проанализировать без эмоций. И тогда нет ничего невозможного. Для вас что важно знать, если мы спросили? Примите во внимание, что вы маги и волшебники. Нет препятствий, нет того вопроса, который бы вы не смогли решить. Но, повторюсь, эмоции единственным препятствием могут послужить. Поэтому какой-то благополучный период жизни. И я должна сказать, ведь это вы можете тоже с такими людьми сталкиваться. Поэтому не зазеваться будет очень важно. Быть несколько в других энергиях. Ведь маг, он легко взаимодействует с тем, что иррационально, с тем, что необъяснимо, с тем, что приходит с подсказками нашего шестого чувства, с тем, что как вот он видит развитие событий, но возможности огромные. Неожиданности. У кого-то новый заработок, новый способ заработка, новая работа, какое-то продвижение. И это по рыцарю Пентаклей путь на лет 10-20. На марафонский забег я называю эту карту, когда постепенно деньги приходят в рост. Или когда вы осуществляете свои амбиции, когда по этой карте вы можете осуществить далекий переезд. Да вообще нет ничего невозможного. И не совсем тут про неожиданности, но разве что какую-то возможность вы не должны упустить. Впереди карта мага. И это будет означать, что на этой неделе может решиться или может какое-то дело продвинуться в сторону какого-то прогресса, который будет важен для вас на лет 10-20 тоже. По-разному приходят возможности. Внимание к деталям вам поможет увидеть как раз какое-то новое качество дела или для вас какой-то прогресс. Будьте внимательны. Да, для кого-то по этой карте может еще такой момент быть, когда вы получаете деньги. Или находится человек, который вам помогает деньгами. Если для кого-то из вас стоит патовая ситуация по финансам, к примеру, нужно совершить какой-то важный платеж,
оплату по кредиту, например, или, ну, еще какие-то проплаты. На данный момент денег нет, деньги вы найдете, деньги у вас будут. Как минимум один человек вам точно придет на помощь и сможет одолжить, и вы какой-то вопрос сумеете закрыть. Но это для тех, у кого есть такая действительно финансовая брешь. Нет ничего невозможного. Что вам может помешать? А когда вы пытаетесь быстрее подвести какой-то итог или ожидаете, что сейчас все завершится и начнется какой-то совершенно иной период жизни, так не произойдет. Да, карта страшного суда, суд совсем не страшный, это карта избавления от боли, избавления от страданий, но не все, по-видимому, вопросы у вас еще пока решены. Поэтому, мои дорогие, не ожидайте, ну, вот как помощь высших сил. Здесь нужно надеяться на себя. Карта мага. Он надеется именно на себя. И если мы говорим про высшие силы, он скорее с ними взаимодействует. Он пытается просчитать какую-то ситуацию на пару шагов вперед. И это помогает. Ну, какой-то нам ведь сказали по рыцарю Пентаклей вопрос, он как раз начинается и будет иметь продолжение. Но отнюдь это не финал какой-то. Вот примите это к сведению. Что вам будет помогать? И еще одна карта, которая как раз нам говорит о прогрессе в этой колоде карт. Это карта трансформации. И когда 1000 дорог сходятся в одной точке. Не случайно карта мага. Что-то у вас действительно получится осуществить. И в зависимости от того, что вам мешало жить, мои дорогие, вы примете какое-то, как последнее окончательное решение. Вот такое может быть. И устремитесь вперед, может быть, в другом направлении. Или будете организовывать свою жизнь как-то по-другому. Вот трансформация совершенно неизбежна. Причем по 8 жезлов это карта скорости. Это карта быстрой информации или новостей, и вам это помогает. Что-то вы не сможете отложить на потом, и это вам тоже помогает. И если буквально нужно куда-то отправиться, рыцарь Пентаклей, может быть, для решения финансового вопроса. Или карты нам говорят, куй железо пока горячо. Значит, острота момента на этом периоде, на недельном периоде для вас будет важна. Тут правда, чему сейчас не время, страшный суд. Мы ждем, что за нас кто-то сделает, или высшие силы как-то расставят все по местам. Ну, так вот грамотно или, может быть, чувством, с толком, с расстановкой, но есть такая поговорка, сказал Бог, чтобы ты сам себе помог. Вот где-то тут, мои дорогие козероги, для вас это будет очень важно, потому что если вы отложите что-то на потом, на завтра этой возможности не будет. Поэтому держите руку на пульсе. Сам по себе, как случай, может вам помочь. Но это потребует от вас, возможно, совершенно каких-то других действий или принятия других решений. Или для себя самого, самой пересмотреть, может быть, даже глобально какие-то ваши внутренние ценности. Такое тоже может быть. Или выбрать другое направление, или решиться на какой-то далекий переезд, решиться на смену работы, решиться на то, что вы будете теперь организовывать свою жизнь как-то по-новому. И все это без эмоций. Что скрыто? По королеве жезлов, кстати, могут проходить люди, которые рождены под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеют там асцендент. И, кстати, это карта силы. Вы можете столкнуться с таким действительно человеком, который очень где-то немногословен. Немногословен не в плане поддержать беседу, а рассказов о себе. Вы никогда точно не узнаете, что же он думает, какие задачи он перед собой поставил. Почему? А потому что его жизнь научила. Это сильная позиция за счет того, что есть такое значение «я падал, но поднимался вновь». Вот как раз королева жезлов много раз падала. И ее это уже натренировало к тому, что она не предвосхищает события. Она никому не говорит, что собирается делать или какие планы она имеет. Она умеет хранить молчание. И при всем при этом она очень притягательна. Она обладает магнетизмом. И ее два главных преимущества. Она умеет правильно распорядиться с деньгами, раз – и она умеет правильно как бы проанализировать информацию. Мы сказали с вами, что магнетизм, люди приходят. Люди приходят не просто так. Так и где-то карта вам подсказывает. Каждый человек, который будет на этой неделе в вашей жизни, он вам несет какую-то либо информацию, либо
своим примером может показывать, как действовать не надо. Либо он вам что-то такое важное сказать может, а вам это нужно додумать. Здесь нельзя быть на этой неделе небрежным. Я не могу, что кто-то скрывает нарочно от вас, вот так вот нарочито, жестко. Нет, хотя вы можете столкнуться, как я сказала, с такими людьми. Но эти люди живут в своем каком-то фарватере, их жизнь так научила. И с другой стороны, вас карта приглашает быть в таких же энергиях. И весь верхний ряд карт собственно, нам говорит об этом же. Потому что у вас тоже может быть многое как в переменах, причем внезапных, которые будут связаны как с новостями или с событиями, которые происходят вокруг вас. Дело, работа, бизнес. Вот помните, ваша дорога к солнцу. Где-то через дела, через ваш бизнес, если таковой имеется, через оформление каких-либо документов. Может быть, через личную жизнь, но это тоже тогда оформление документов. Это все равно, ведь это карта отчасти нашего эго. Оно самое главное, это карта выбора правильного направления на полгода вперед. Поэтому для вас, мои дорогие козероги, последующие полгода до конца 2024 года очень важный период. Вы сделаете внутреннюю перезагрузку. И от того, как вы правильно распределите свои силы, как вы уравновесите свои эмоции и чувства, то, что вам подсказывает интеллект, и то, что подсказывает ваше сознание, не путайте, это две разные вещи. Интеллект – это как высшее знание. Интеллект – это где-то связано с подсказками шестого чувства, а сознание – это всегда шаблон. Это тот шаблон, который, да, в некоторых случаях нам помогает, потому что, в какой-то рутинной работе мы делаем как раз что-то на автоматизме и можем при этом думать о чем-то своем. Но, когда мы сталкиваемся с новой ситуацией, нам сознание не помогает. Оно нас пытается запутать и увести в ту какую-то последовательность действий, как мы действовали раньше. И это нам не помогает. Это как раз и есть какой-то паттерн, который нас где-то сковывает. Поэтому будьте внимательны к этому периоду, потому что Солнце в целом это карта радости, счастья и новых возможностей. Вот не упустите эту неделю. И карта Мага, карта Солнца, посмотрите, какие серьезные карты, главное, возможности карты, деньги. Давайте посмотрим еще одна карта, отшельник, старший аркан. Старшие арканы всегда говорят о том, что на вас будут влиять события извне. Да, может быть, вы и захотите, вот как страшный суд. Кто-то из вас захочет, я пережду. Но эта карта нам в позиции, чему сейчас не время. Или кто-то может подумать, пусть оно там определится как-то само. И вы опять можете потерять какую-то возможность. Но если мы говорим конкретно по отшельнику, он идет своим путем. И это дервиш. Это не тот, который готов тратить деньги. Для него вообще, в принципе, что-то материальное не совсем на первом плане, точнее, не на первом. Здесь что-то более возвышенное. Но для вас, видимо, уравновесить возвышенное и земное, мои дорогие. Земное, потому что Солнце – это наше благополучие где-то. А это, как ни крути, это то, что, чем мы владеем в нашей реальной жизни. И мы сказали, вот маг, он как раз умеет это уравновесить. И у вас что-то важное может быть на кону. И по работе, и по делам, и по финансам. Но я бы сказала, будьте внимательны к финансам. Отшельник не про траты. Но я думаю, даже не зная карт Таро, вы сами это понимаете. Нет места полной какой-то, знаете, стопроцентной меркантильности. Нет, здесь какие-то идеи или ваши желания, ваша мечта. Вот что будет превалировать. И от этого где-то оттолкнуться. А потом соотнести вот ваши цели с какой-то реальной обстановкой. В личной жизни. Это вы сами, королева Пентаклей. И все то, что я сказала, мои дорогие, не говорят нам какое-то конкретное действие, но королева Пентаклей, она из хаоса умеет отстроить порядок. И мы с вами уже сказали, что вам придется организовывать жизнь как-то по-новому. Из этого хаоса отстраивать порядок. Из каких-то новых возможностей. Или отказываясь от чего-то, то, что не имеет для вас уже значения. И да, когда мы от какой-то рутины уходим, да мы себя чувствуем окрыленными. Над нами не давлеют какие-то табу. У нас как крылья за спиной вырастают. Мы с большим оптимизмом, с большей радостью, по сути, это и есть солнце. Мы смотрим вперед. И вот для вас, мои дорогие, такие энергии, все то, что мы говорили, одна карта раскрывает как бы предыдущую. И весь наш расклад
в такой очень грамотной последовательности к вам выпали карты. Нет какой-то синкопы или нет какой-то, знаете, ну, то, что как противоречие может служить. Нет, все то, что я сказала вам с первой карты, последующая, последняя, точнее, карта королевы Пентаклей завершает. Для тех, кто в паре, мои дорогие, да здесь организация жизни по-новому. Для кого-то это ваше творчество, хобби, когда вы можете создать шедевр. И не только личная жизнь, это про любовь или интимные отношения. Это ваша личность, это ваше устремление, это ваши амбиции в хорошем смысле. И вот по части амбиций как раз королева Пентаклей умеет создать из своей идеи, из ментальности, которую она просчитала, продумала, она умеет это воплотить в реальной жизни. Поэтому действительно тут какие-то возвышенное что-то и земное вам придется создать красивый узор наяву. И для тех, кто один или одна, я могу сказать, с учетом карты мага, не совсем, конечно, энергии нам говорят о, ну, таких страстных чувствах, хотя я не могу этого отрицать, потому что по карте Солнца, ну, пусть это дела, работа, бизнес, но ведь старший аркан, он имеет воздействие на все сферы жизни. Поэтому в зависимости от того, что вы хотите осуществить, может быть, самое главное, как побудительный мотив, сильное желание. Но в ваших силах, мои дорогие козероги, создать невозможное. Карта мага. Я вас люблю, перекладывайте на себя, и вы будьте счастливы и любимы всегда.